Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. События до конца июня. Давайте узнаем, что в этот заключительный период месяца, последнюю декаду, нам предстоит сделать, совершить, или каковы итоги мы подведем. Что придет, что уйдет, чем дело кончится, вот такие вопросы мы зададим. Колода Таро иллюминатов. И давайте узнаем, что думают карты, какие подсказки для нас будут. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Итак, идем дальше. Что придет? Вот до конца июня. А что уйдет? Чем дело кончится? Чем сердце успокоится? Узнаем, а что от нас скрыто? И достанем 3 карты. Это может быть как одно событие или 3 события. Вот какая-то кульминация. Мы же должны подвести итог месяца. Узнаем подсказки карт. Итак, что ж придет в последнюю декаду, ну вообще, возможности подведения итогов, 21-й старший аркан, когда будет все. Будет, может быть, и слава, если вы к этому стремились, или вы медийный человек, или то, что вы хотите осуществить какой-то свой, может быть, проект, который так или иначе зависит именно от вашей популярности. Это может быть как бизнес, это может быть и хобби посредством интернет. Почему нет? Вот по этой карте мы это получаем. Мы получаем оформление каких-то документов, да, какой-то материализм, буквально который в бумагах выражается, или, как я уже сказала, в материальном каком-то действии. Есть по этой карте передвижение, то есть если мы задумывали какую-то поездку, мы ее осуществляем, и она тоже будет успешна сам по себе. Как бы итог, который нас должен радовать, предполагает карта. Поэтому мы останемся довольны. Посмотрите, 21-й старший аркан. И значит, какое-то дело, которому вы, может быть, придавали, мои дорогие, большое значение, карта нам обещает, что оно у вас получится. Или таким образом, или другим, но вы добьетесь своего, то, что вы себе поставили, знаете, как в план, в цель. Это очень так, по-овновски будем говорить, по-императорски. Поставил цель, не вижу преград, иду к ней, и вы достигаете. А что уйдет? А уйдут какие-то неразберихи, уйдут люди лишние из вашей жизни, уйдут люди, которые доставляют вам проблемы, или сама по себе проблема какая-то уйдет. Уйдет какая-то, знаете, неопределенность, которая была связана, может быть, с конкретным человеком, или какой-то человек вам досаждал, может быть, где-то мешал буквально, или раздражал. Вот, кстати, такое тоже может быть. Каким-то образом либо он дистанцируется, либо у него будут свои какие-то задачи, проблемы, причем, кстати, очень большие. Такое тоже может быть. И по этой карте мы, знаете, если мы прежде хотели докопаться до какой-то сути, да, или нам надо было разобраться в каком-то вопросе, мы тоже разбираемся и ставим точку. Это точно. Чем дело кончится? Ну, здесь вообще это у нас карта интуиции, безусловно, и карта мудрости. Карта, кубковые карты персональные, часто говорят о вопросах семейных, личных или связанных с нашей семьей. И здесь может быть все что угодно, начиная от благоустройства дома или взаимоотношений в паре, так и взаимоотношения в семье. Наша сильная позиция в том, что мы можем быть одновременно в двух энергиях. Вот тот самый кубок, который держит королева и словно прижимает близко к сердцу. Это те добрые эмоции, это те искренние чувства к тем людям, которые для нас дороги, кого мы любим. А в остальных вопросах как раз эти самые эмоции королева прячет в кубок, и она может быть очень хладнокровно, расчетлива и проницательно. Вот, наверное, переключаться время от времени в последнюю декаду июня нам придется, но это как делает нас неуязвимыми, мои дорогие. Может быть, вам это не очень соответствует вашей энергетике, а придется. Как будто мы тогда большего добьемся, и главное, мы себе не навредим. Мы слушаем свою интуицию, и тогда будет повод и для радости, и мы собой останемся довольными. И что-то сделаем, может быть, хорошее не только для себя, а для своих близких, любимых людей. Но сама по себе карта спокойствия, невозмутимости. И как будто можем и где-то отдохнуть, дополняет 21-й старший аркан.
Поэтому дело кончится очень даже неплохо. А чем сердце успокоится, а не успокоится наше сердце, можно сказать так, хотя сама по себе карта принцесса жезлов в этой колоде, знаете, как будто шла куда-то принцесса, уже что-то себе задумала, вот этот красный плащ, который словно делится на две части. И в этой колоде Таро иллюминатов я ее люблю за то, что даже цвета, много символики. И здесь вот не что иное, что такое красный цвет. Это где-то ваш Марс, который словно спину толкает. Ну давай же быстрее. Но, тем не менее, принцесса шла, уже что-то задумала, но, ох, нет, дай-ка я остановлюсь и еще раз обдумаю какую-то тему, что делать дальше, куда идти. То есть какой-то момент перезагрузки, но то, что мы успокоились, нет. Здесь мы что-то уже планируем на будущее. Что-то у нас уже какие-то темы в голове появляются новые, что-то нас может увлечь, заинтересовать, и мы словно с одного, завершив один этап, переключаемся совершенно на другое. Но нет скорости, значит, будет какой-то момент отдыха, передышки. Давайте мы с вами узнаем, а что же от нас скрыто. Вы можете не видеть свой успех. Вы можете не видеть конечного итога где-то вашего дела, вашего бизнеса, ваших приложенных усилий, работы. Это карта заслуженного успеха в герметической колоде Таро. И здесь как будто нам тоже заслуженный успех, подведение каких-то итогов. Но сама по себе темноватая карта, и она как раз и говорит, дорогу осилит идущий. Если у нас хватает мужества идти вперед, даже в тот момент, когда мы еще пока берега того, к которому направляемся, мы не видим, но мы знаем, вот знаете, вера в собственные силы очень вам символично, то и успех абсолютно точно придет. Для кого-то это может быть что скрыто. Нет подвоха, самое главное. Здесь словно скрыты наши новые возможности. Вот вполне вероятно остановиться, отдышаться, пересмотреть, что вы там на будущее себе планируете. И тогда как будто в последующих наших делах, свершениях, успех в каком-то деле абсолютно точно нам обеспечен. Но мы должны поступать по какому-то регламенту, может быть, правилам. Мы не должны действовать, знаете, вопреки законам мира. Все-таки у нас мир. Должен быть какой-то баланс. Не в том, чтобы мы, допустим, да, что скрыто, успех. Это будет успех как от наших приложенных усилий зависеть. Это не то, что нам свалилось на голову, как куш какой-то. Или, ну, что-то такое само по себе, да, как лотерея. Нет, это не лотерея, это работа. Это от наших задумок и от нашего где-то упорства будет зависеть наш успех. Но просто на какой-то момент мы можем это не видеть. Нет остановки, есть продолжение, мои дорогие овны, и, наверное, это вам символично. Давайте события откроем. Какой-то путь я вам точно скажу. Вот что вы тут задумываете на будущее? Отшельник выпадает. С одной стороны, в колоде, кстати, 78 дверей. Я недавно стала делать расклады на этой колоде. Это метафорические карты. Можете посмотреть. У меня есть плейлист «Как поступить в загаданной ситуации». Очень такая говорящая колода, которую можно, изображение точнее, которой можно переложить практически на любую ситуацию и так поговорить с собственной интуицией. Так вот, значение отшельника того человека, к которому обращаются, потому что он профи в разгадывании каких-то сложных, запутанных ситуаций, задач, житейских, может быть, задач. И поэтому какая-то задача у вас будет выполнима именно от вашего непосредственного участия, как будто вы можете или сможете, или смогли в течение июня решить какой-то важный вопрос, и к вам будут обращаться за советом. Как ты это сделал, как осуществил? Может быть, вы какой-то, ну, квантовый скачок совершили или какой-то прыжок в будущее. Что-то сделали вы, овны, очень хорошо. И, может быть, для вас это кажется, ну, как вполне разумеющимся. А для людей, которые смотрят на вас или знают о вашей какой-то истории или о каком-то вашем действии, это будет, знаете, как полет на Луну или что-то такое на грани возможного. И поэтому вы можете буквально давать какие-то как советы или к вам, по крайней мере, могут обращаться. Но все же у нас отшельник идет один. И, мои дорогие овны, первопроходцы, новаторы, вам придется продолжить какой-то свой путь. Или вот тот план, который вы себе задумываете на будущее, приготовьтесь.
мы должны надеяться сами на себя. Не должно быть никаких эмоций, то есть есть какое-то продолжение, и мы должны себя беречь, это раз, потому что отшельник, он собой не рискует. И есть вот такой элемент, когда, знаете, какая-то цель не просто материальная, ведь это у нас кто? Дервиш, нищий дервиш, по сути, философ, и для него материальная основа не важна. Нам, ну, понятно, что мы люди, и нам это важно точнее, но это гротеск, чтобы мы прочувствовали, что какая-то идея, она должна превалировать над материальными ценностями. То есть, наверное, какая-то или духовная идея, или то, что вы себе, может быть, всегда хотели осуществить, то, что лично вот для вас важно. Вот в этом направлении нас, скорее всего, и будет ждать успех. И успех, он будет, повторюсь, зависеть от наших именно усилий, не от чьих-то советов, вот для вас, не от помощи со стороны. Какой-то путь придется проделать в одиночестве буквально. И рассчитывать только сами на себя. Будет ситуация, видимо, таковы, или что-то вас может вдохновить. Может быть, то, что нам сказали, карта мира, это уже, знаете, как почивать на лаврах. Вот он, лавровый венок, буквально в этой колоде. Но есть у нас карта иллюзорного успеха, 7 кубков и 5 кубков. То есть есть элементы того, что вы как будто чего-то достигаете. И с одной стороны, видимо, вам открывает какую-то новую реальность, и вам придется пересмотреть свои планы, потому что их могло быть громадье буквально, но какая-то реальность вас окунает, как холодный душ. И вы приходите к выводу, что как бы мне не нравилась какая-то тема, или если я хотел бы что-то осуществить, поездки, переезды, или какой-то свой план, минимум, максимум, мы здесь останавливаемся, чтобы пересмотреть и отказаться от чего-то. Не должно быть каких-то иллюзий. Наверное, конец июня для вас будет именно, как знаете, может быть, отчасти, несмотря на какую-то победу, успех, значит, будет что-то, как холодный душ, мои дорогие овны. Так, ну, я надеюсь, не для всех, но может быть такое, потому что мы можем пересмотреть, например, свое окружение, от кого-то отказаться. Нам, может быть, за этот период времени тот, кто нам обещал помощь, он ушел, в какой-то момент увильнул. Мы надеялись на него, но мы оказались вот как тот отшельник перед фактом каких-то событий. И если бы не наша собственная энергия, ничего бы мы не решили. И здесь вот эта реальность нас заставляет буквально от каких-то разочарований, так или иначе, найти в себе мужество, развернуться на 180 градусов и продолжить путь самостоятельно. Именно по тому фарватеру, по тому плану, мои дорогие, который вы себе поставите. Но это все-таки взаимодействие с миром. И будьте, наверное, по отшельнику все-таки нет помех, кстати. Я очень люблю эту карту, потому что когда она мне выпадает, мне никто и ничто не мешает. И значит, точно мы что-то осуществим. Но надеемся мы сами на себя. Не должно быть у вас как будто какого-то проигрыша. А проигрыш может зависеть или от иллюзий, или от того, что мы на кого-то понадеялись. Вот если эти два момента мы исключаем, мы идем вперед, и прогресс нам в будущем обеспечен. Ну, достаточно удачный период времени, или время само по себе, конца июня, когда есть итог, за что мы можем себя похвалить, порадоваться, совершить какую-то перезагрузку, увидеть какую-то новую реальность. Да, увы, от чего-то или от кого-то отказаться и продолжить путь. И на последующий, ведь это путь, вот это скрыто, вы пока не видите, но есть по какому-то новому проекту у вас уже успех. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы.